Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на вторую декаду декабря для знака зодиака Рак. Давайте посмотрим, что вас ожидает, раки, в период с 10 по 20 декабря. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Он ответит на ваш вопрос, да или нет. Раки, вторая декада декабря. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта. У кого они есть? Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость? Что у вас? И для тех, кто в поиске, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, раки. Вторая декада декабря. Или на чем Ленорман хочет сделать вам акцент. Как сюрприз, неожиданность, здесь может быть получение каких-то новостей, скорее всего, через интернет или, может быть, на почту, приход каких-то документов, может быть, даже денежные переводы или, может, какие-то судебные дела. А у кого-то здесь приглашение на свидание и очень много переписки, общения. Может быть, у вас было знакомство, например, в интернете, а сейчас человек предложит вам, например, встретиться. Кого-то могут пригласить на собеседование по работе. Но вообще совы и всадник — это очень много коммуникаций через телефон, интернет, очень много переписки. Как-то активно эти 10 дней. Может быть, это у вас по работе, например. В начале этих 10 дней у вас ложится отшельник. Но когда приходит отшельник, главное, что вам нужно понять, что грядут перемены. Большие, маленькие, важные, незначительные, но они обязательно произойдут. Здесь еще карта говорит, может быть, для того, чтобы эти перемены принять, может быть, вам нужно время, чтобы отстраниться от повседневной суеты, углубиться внутрь себя, потому что именно ваш внутренний мир сейчас будет требовать от вас очень пристального внимания. Каждому человеку необходим период ухода от других людей, от каких-то коммуникаций, общения. Но еще ведь карта может показать, что вы сейчас уже находитесь в состоянии отшельника. Это может быть идти по своему собственному пути, по пути предназначения. Это может быть работа на себя. Может быть, вы являетесь сведочем, да, каких-то знаний, преподавателем, духовным наставником. Может быть, обучаете других людей или даете им советы. Или вам нужно будет вот в начале этих 10 дней проконсультироваться с таким мудрым человеком. Это могут быть и ваши родители, или какой-то узкий специалист. То есть вот консультация этого человека поможет вам разъяснить какие-то новости, которые могут прийти. Это могут быть договора, какие-то проекты, счета, ценные бумаги. То есть вот получить помощь от квалифицированного человека. Может быть, налоги какие-то, да. Давайте уточним. Еще отшельник может говорить, что кто-то сейчас находится в одиночестве. Это как раз выход из отшельника, потому что у вас на пороге новые отношения.
Давайте мы отшельника уточним. Да, у вас на пороге новые отношения или какие-то приятные новости. Тут то ли они идут от этого человека, то есть то ли вам нужно проконсультироваться. Это еще ведь может быть и врач. Я думаю, все-таки это вот для кого-то выход из одиночества. Потому что у вас и в конце десятка кубков, и в совет императрицы, да, это смена статуса. Кто-то может получить финансовую поддержку от старшего поколения, или, может быть, наследство, дарственное, вот что-то, что вас очень порадует. Ведь колесо фортуны всегда говорит получение денег, на которые мы не рассчитывали. Это может быть и реально получение, например, наследства, о котором вы даже не предполагали. Или получение крупной суммы денег, или изменение текущего положения вещей. То есть пришли какие-то документы, договора, может быть, здесь договор купли-продажи, или помощь от родственников, да, для того, чтобы вы смогли заключить вот этот договор, ну, первый взнос внести. На отношения, конечно, колесо фортуны может говорить, что отношения кармические, и вас там может трясти. Давайте мы колесо фортуны уточним. Ну, тут у кого-то переезд, смена места жительства, у кого-то, может быть, документы пришли откуда-то издалека о том, что вы уезжаете. Может быть, это иммиграция. Или кто-то один из партнеров уедет. Потому что по деньгам здесь тоже ожидание какой-то, может быть, поездки или получения новой работы. Вот, может быть, для тех раков, кто мужчины был без работы, здесь поездка или переезд по работе. Это может быть другой город, другая страна. Но у кого-то здесь может быть смена места жительства. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, да, вы на пороге нового чувства. Тут и любовь, тут и страсть. Это только-только зарождение. Это выход из отшельника, если вы были в одиночестве. Может быть, знакомство в дороге, но это не обязательно, потому что все-таки тут два туза, это новое начало. То есть вот для женщин карта говорит о смене статуса, и в совет она говорит, обратите внимание сейчас на свою внешность, сходите там в салон красоты, купите себе, может быть, какую-то нарядную одежду, да, чтобы привлечь нового партнера. Но также карта говорит о смене статуса, что вы становитесь возлюбленной, а мужчина обретает вот такую императрицу. То есть карта вам советует обратить внимание на ту женщину, с которой вы познакомитесь. Здесь хорошие будут, жизнеспособные, очень стабильные отношения. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Старший аркан дьявол. Конечно, по работе это может быть какая-то зависимость, это не свобода, это еще может быть какое-то манипулирование, принуждение к чему-то на работе. Также обман. Но еще это могут быть и ваши желания, какие-то карьерные амбиции получить, например, новую должность, или хорошо заработать, или, может быть, какой-то вот получить договор, партнерство. У нас дьявол отвечает за материальный мир. Тут, может быть, и речь идет о каких-то предприятиях скрытых, да, то есть, может быть, это неофициальный заработок, или вы там уходите от налогов. Ну, что-то такое. Ну, давайте посмотрим. Вы знаете, здесь может быть уход с работы. По дьяволу это что-то вас тут очень сильно напрягало. Может быть, реально был обман. Шут — это уход во что-то новое. Это новая сфера деятельности, новая профессия, а может быть, это и переезд на новое место жительства. Может быть, вы переезжаете, например, в другой город, то, естественно, работу вы будете тоже менять. Может быть, уход с работы на кого-то и начало какого-то своего проекта, бизнеса. То есть вы долго вынашивали вот эту идею, какой-то замысел, да, сейчас вы эту идею родили и начинаете ее воплощать в жизнь. Может быть, это вообще связано с семейным бизнесом. Или, может быть, присоединиться к какой-то команде и вместе с ними добиться больших успехов. Кто-то может отправиться или в какую-то командировку, путешествие, или, может быть, в отпуск. Может быть, у вас желание это страстное не уволиться, а просто отдохнуть, куда-то съездить.
Но если вы здесь меняете работу, то это что-то для вас новое. То еще, знаете, дьявол, да, это когда мы стеснены, а шут — это обрести свободу, свободу и независимость. Может быть, вообще уход пока в никуда. Фрилансер, свободный художник. Хорошо, для тех, кто в поиске, ложится шестерка. Да, здесь есть шанс найти работу. Может быть, она будет связана с поездками, переездами. А может быть, для того, чтобы ее найти, нужно будет куда-то уехать. Может быть, другой город и другая страна. В любом случае, шестерка всегда несет перемены. Иногда она показывает вообще смену рода деятельности, профессии, вот как и для тех, кто работал. Может быть, работать через интернет, из дома. Финансы. Финансы здесь ожидание чего-то. Может быть, ожидание прихода денег. Кто-то ждет какую-то поездку, переезд. Кто-то ждет приглашения на новую работу, но, скорее всего, для этого вам нужно будет куда-то отправиться в дорогу. Еще здесь выбор. Может быть, вы тут выбираете, планируете, куда вложить деньги. После двойки, когда мы продумываем, приходит тройка. Тройка — это расширение. Это мы расширяем свои владения, может быть, покупаем там участок земли или какую-то собственность, или мы вкладываемся в какие-то другие направления в нашей работе, или мы вот реально ждем решения каких-то дел. Может быть, у кого-то здесь ожидание решения суда, как я говорила, получения каких-то наследственных дел, финансов, недвижимости. Но вообще двойка всегда говорит о стабильности и о приходе, может быть, каких-то небольших сумм. В конце этих 10 дней у вас ложится десятка кубков. Здесь могут быть какие-то семейные праздники, может быть, дни рождения, у кого-то может быть подготовка к свадьбе, у кого-то решение вопросов с недвижимостью, зачатие, рождение детей. Вообще что-то очень приятное, связанное с нашим домом, с нашей семьей. Какие-то радостные новости. Может быть, реально у кого-то здесь или переезд, или поездка всей семьей в отпуск, или, может быть, получение наследства. А в совет ложится императрица. Императрица — это карта говорит, если вы до сих пор вынашивали какую-то идею, замысел, то сейчас вам пришло время вот разродиться этой идеей, может быть, или начать что-то новое, да, или какой-то творческий проект, замысел. Ну, для женщин я уже сказала, да, занимайтесь домом, семьей, детьми, ну и своей внешностью. Про себя тоже не забывайте. Если здесь переезд, то это украшать свой дом, да, создавать вот это уютное гнездышко. Хорошо, давайте получим советы для раков. Вторая декада декабря. Совет от Веканского оракула. Это жезл, и он у вас прямой. Сейчас. У нас так, туз жезлов и жезл. Вы способны выполнить любое задание, если только призовете на помощь силу своей воли. Творческие решения находятся прямо у вас перед глазами. Ловите момент и заставьте его работать на вас. Вся существующая магия в вашем распоряжении. Вам нужно лишь верить в себя. Хорошо. И еще у нас совет от королевы Луны, раки. Вторая декада декабря. Депат. Депат — это путь. Перед вами открываются новые пути. Но для того, чтобы вы этими возможностями воспользовались, вам нужно набраться смелости, уверенности в себе и подняться по этой веревочной лестнице. Поэтому карта вас призывает. Начните вот это путешествие сейчас. Во что-то новое. Хорошо. Давайте получим для вас совет. Не совет, а ответ от маятника. Маятник, ответь, пожалуйста, раком.
на их запрос, да или нет, вторая декада декабря. Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего вам хорошего, до свидания.